Всем привет! Это Сатур, и сегодня в BMW Avalon на белой даче снимаю презентацию на четверку кабриолет. В этот раз у нас 420 дизель на заднем приводе, комплектация M-Sport и довольно симпатичное сочетание: цвет кузова красный Melbourne Metallic, интерьер слоновая кость. Интересное сочетание, очень необычное, но с другой стороны весьма традиционное для такого формата автомобилей, купе или кабриолета, а уж в нашем случае купе-кабриолет. Поэтому смотрится действительно красиво, смотрится свежо, таких автомобилей немного, уж про BMW если говорить, то и вовсе очень редко можно найти красную машину с белым салоном, поэтому вот такая яркая точка, конечно, не помешает в нашем черно-белом городе, и в потоке будет радовать глаз однозначно всем окружающим. Ну и вам, конечно же, тоже, потому что автомобиль сам по себе очень симпатичный. Мало того, что он в М-пакете, на хорошей оптике адаптивной диодной, с внешним черным глянцем, на весьма симпатичных, хоть и 18-х, но все же темно-серых дисках, что тоже выделяет, во всяком случае, автомобиль на фоне, к примеру, там, трешек или тех же четверок, у которых обычные серебристые диски уже немножко поднадоели. Здесь же они слегка такого серого оттенка. На М-тормозах с синими суппортами, что тоже не часто попадается. И конкретно в этом случае все-таки М-тормоза, как бы смешно это ни звучало, но это необходимость. Да, 190 сил, да, динамика 8 секунд до сотни. Это не то, что нуждается в М-тормозах, но есть иная причина, это масса автомобиля. Все-таки весит кабриолет около 1800 тонн. Это тяжелый автомобиль, и связана такая масса, конечно, с жестким верхом, он тоже прибавляет автомобилю веса, ну и с необходимостью увеличивать жесткость кузова, то есть возможны распорки, поперечины, там, дуги безопасности, выстреливающие за спинками задних седаков. Все это имеет свой определенный вес, поэтому 1800 тонн, поэтому 8 секунд до сотни. Но зато у вас предусмотрены хорошие тормоза, которые всю эту массу готовы весьма надежно остановить. Стоимость автомобиля 3 520 000 рублей. При наличии каска, кредита, трейд-ин эта цена может быть еще более выгодная, поэтому если вас заинтересует покупка четвертой серии кабриолет или в целом любой другой модели BMW, звоните, пишите в WhatsApp, мой телефон доступен ниже под этим видео, с удовольствием сделаю вам хорошее предложение. Ну а возвращаясь к автомобилю, чем же он интересен? Еще немного акцентов сделаю на внешнем виде, поскольку красного цвета машина вообще редкость в моих обзорах, а уж красный кабриолет это вдвойне, наверное, редкость. И есть интересные моменты, в частности то, к примеру, как смотрится автомобиль сзади. У нас на любом другом кабриолете все эти красные элементы, будь то фонари или третий стоп-сигнал вот здесь на хвостике багажника, или, к примеру, катафоты в заднем диффузоре, это все, как правило, на контрасте. На белом кузове, на черном кузове, на синем, на любом другом цвете это все заметно. Но именно с красным цветом кузова оно сливается воедино с автомобилем, меньше привлекает к себе внимание, и что-то в этом есть. Я не могу сказать, что это прям очень мне нравится, но как минимум убираются какие-то лишние черты, лишние штрихи, и в целом автомобиль смотрится более гармонично, наверное. Задний диффузор темно-серого цвета, имеет небольшой рельеф вот здесь по низу, но это скорее так, имитация, чтобы не было уж совсем много плоских поверхностей. Выхлоп в виде сдвоенных хромированных патрубков с одной стороны, с левой стороны. Неважно, 20-й дизель у вас или 30-й бензин, они визуально будут сзади выглядеть идентично. Тем более шильдиков на крышке багажника конкретно в этой комплектации нету. М-пакет также в себя включает черную глянцевую окантовку, так называемый Shadow Line. Он проходит как по изгибу Хофмастера вот здесь, так и по низу, в принципе, всей вот этой вот части кузова автомобиля. Когда вы убираете крышу, то вдвойне становится заметен вот этот черный глянцевый кант, проходящий вокруг всего автомобиля, но за исключением его передней части. Жабры на крыльях тоже черные глянцевые. Оптика у нас такая слегка затемненная. Вот эта внутренняя сеточка, она, как правило, подложка, вот если посмотрите в виде такого перекрестия, она в других версиях идет серебристая, поэтому фары издали смотрятся светлее. Но здесь она затемнена, и задняя оптика тоже затемнена, поскольку линия Shadow, черные глянцевые решетки радиатора, поэтому смотрится немного свежее, нежели, к примеру, на других модификациях просто четверок купе. Ну а спереди мы видим, в том числе, кстати, не всегда на это обращаю внимание, но в этот раз, наверное, все-таки укажу, посмотрите, как мощно здесь выглядят усилители, в том числе и вот подкапотного пространства в районе решетки радиатора. То есть у нас в виде ромбика здесь поперечной в верхней части и в нижней части тоже есть поперечные усилители. И таких моментов довольно много, особенно если машину поднять на подъемнике,
посмотреть снизу, то уже будет понятно, как серьезно здесь поработали над увеличением жесткости кузова, чтобы даже при опущенном верхе машина не теряла своего баланса управляемости, ощущения за рулем, и чтобы это все-таки был именно BMW. Фары топово адаптивные светодиодные с функцией автоматического дальнего света, с подстраиванием пучка света, в том числе в поворотах, как на малых, так и на больших скоростях, плюс на светодиодные противотуманные фары, расположенные в нижней части бампера. Здесь все, опять же, как и на любом другом автомобиле 4 серии. Но радует, что не базовая оптика, а все-таки адаптивный LED, поскольку они смотрятся симпатичнее и как минимум интереснее. Что касается верха, когда у вас опущены боковые стекла, поскольку нету центральной стойки, создается очень интересный профиль автомобиля, напоминающий чем-то лично мне 8-ю серию BMW в кузове E31. Я очень люблю 4-ку кабриолет именно вот в таком формате. Это последнее, напомню, последнее поколение 4 серии купе кабриолет, то есть автомобиля с жестким верхом, потому что следующее поколение будет просто кабриолет и верх будет мягкий. У каждого из этих исполнений, конечно, есть свои плюсы и минусы. Плюсы мягкого верха — это меньшая масса, но минусы, как минимум, хуже шумоизоляции автомобиля. Ну и плюс есть определенная категория покупателей, которые все-таки переживают из-за того, что мягкий верх, как-то это выглядит не очень надежно и не очень криминалобезопасно, да, с точки зрения того, что его могут как-то порвать, поцарапать, и вы сразу попадете на серьезную стоимость восстановления. С жестким верхом, да, чуть в этом плане проще, но, опять же, вот последнее поколение. Если вы хотите успеть купить купе-кабриолет, то поспешите. Автомобилей не так уж и много. В производстве они будут, насколько я помню, если мне память не изменяет, до середины 2021 года. То есть время еще, конечно, есть, но все же чем дальше, тем меньше будет ассортимент автомобилей в наличии. Пока что выбор есть. У нас сейчас в наличии около 5-6 автомобилей 4 серии купе-кабриолет. По интерьеру. Интерьер, как уже сказал, цвета слоновая кость. Здесь у нас спортивные сиденья. Они отличаются от тех спортивных сидений, которые представлены в обычном купе. И основное отличие идет в формате спинки, поскольку здесь иначе в целом она устроена. У нас боковая поддержка плюс-минус, конечно, похожа на спортивные сиденья обычные, но мне кажется, что она чуть более ярко выраженная, но при этом менее навязчивая с точки зрения плотности расставления валиков. С другой стороны, есть возможность электроприводом это все подзажать. Но, конечно, несомненный плюс — это наличие функции воздушного шарфа. То есть у нас есть воздушный шарф, вот здесь дефлектор обдува. Отдельными клавишами мы можем выбрать интенсивность обдува, ну и, соответственно, получается, что как бы температуру. И при передвижении на автомобиле с открытым верхом, к примеру, в какую-то прохладную погоду, ваша шея будет обдуваться приятным теплым воздухом, и риск как-то заболеть, простудиться, конечно же, будет ниже. В плане самой обивки это кожа Дакота, она имеет очень такую явную структуру, фактуру, приятная на ощупь, но слегка грубоватая, для того, чтобы быть более износоустойчивой и дольше, соответственно, прослужить. По регулировкам механически есть выдвижная коленная опора, продольные регулировки по высоте, по углу наклона подушки, можно ее задрать, к примеру, либо наоборот опустить. Боковую поддержку я уже сказал, опционально могла бы быть еще и регулировка поясничной подпорки, но здесь ее, к сожалению, нету. За счет того, что у нас есть электроприводы сидений, когда мы одергиваем спинку вперед, то мы можем именно электроприводом придвинуть сиденье также вперед либо назад для удобства посадки на второй ряд. Если нет электроприводов, то приходится тянуть сиденье, чтобы оно отъехало вперед. Торпеда и верха дверей традиционно пластик. Опционально бывает, конечно, кожзам торпеда, но это реально очень редкая опция. И практически ее никогда не видел в обычных четверках, будь то купе или кабриолет. Только в М4 чаще всего она попадается. Центральные элементы тоже в цвете слоновая кость. И подлокотник, и центральная вставка. Здесь у нас диодная подсветка проходит по контуру. Ну и алюминиевый такой длинный кант. Никакого черного глянца, к счастью, никаких красных вставок, как, к примеру, в Спортлайне, а просто красивый симпатичный алюминий. А вот сами интерьерные планки у нас идут тоже из алюминия, но в цвете темный хром и с рельефом под карбон. Смотрится неплохо, хорошо сочетается с таким черно-белым интерьером, белая кожа, темный пластик. Но при этом сама машина красная, и теоретически, да, красный кузов, белый салон, неплохо бы здесь смотрелось какое-либо дерево. Но у нас все-таки М-пакет, поэтому к М-пакету алюминий лучше, на мой взгляд, подходит. И в целом такое решение я приветствую, вот именно как сделано здесь. Рулевое колесо М-типа, оно классическое, уже привычное, старого образца. Здесь круиз, здесь управление аудиосистемой. Сбоку у нас кнопка обогрева руля, то есть хоть это, казалось бы, машина как бы летняя, но при этом, сами понимаете, что все, что нужно для зимы, здесь есть, включая приятные опции в виде подогрева руля.
Аудиосистема Harman, о чем говорят нам эти сеточки динамиков с подписью Harman. Здесь динамиков чуть меньше, нежели в стандартном седане или купе. Там, как правило, по 16 динамиков. Здесь, если мне память не изменяет, что-то около 12. Надо, конечно, проверять. Приборная панель самая обычная. Опционально, если вы заказываете топовую мультимедиа-систему NBTEVA с большим экраном, то опционально у вас появляется и полностью цифровая приборная панель. Либо, как минимум, может быть расширенная, когда у вас в нижней части здесь такой широкий дисплей. Но тут на данных опциях сэкономили, поэтому у нас обычная приборная панель. Классическая, очень понятная, удобная, привычная. И даже вот этот маленький дисплейчик по центру, он в целом тоже реально функционален и удобен. К ним как бы вопросов нет, за исключением того, что это просто смотрится уже не очень современно. Но и машина так или иначе через там год-два снимет с производства, поэтому эти технологии, понятное дело, они уже немного по сегодняшним меркам смотрятся архаично. Хотя не могу сказать, что работают плохо, работают отлично. Блок климата и аудиосистемы, как видите, нет никакого CD-привода, потому что его уже по сути упразднили, от него массово отказываются. Но зато USB, Bluetooth, подключение телефонов, музыка с телефона, все это, конечно же, у вас будет работать. Ниже то же самое, как и в обычной тройке, подстаканники, полочка, пепельница, прикуриватель и блок водительских кнопок, джойстик коробки передач, коробка здесь 8-ступенчатый ZF, кнопки смены режимов движения спорт, комфорт и эко. При смене режимов меняется характер, в принципе, работы автомобиля, отзывчивость руля, отзывчивость педали газа, работа коробки передач. При наличии адаптивной подвески и подвеска тоже будет зажиматься, но здесь ее нет, здесь обычная стандартная подвеска. Ну и клавиши активации парктроников, либо они у вас сами включаются при активации задней передачи, либо вы принудительно их можете включить, если, к примеру, паркуетесь передом и хотите заранее понять дистанцию до препятствия. При сильном сближении они автоматом активируются, но это действительно должно быть сильное сближение. Я думаю, что около полуметра, когда остается дистанция до препятствия, тогда они автоматом включаются. Джойстик мультимедиа системы тоже такой же, как у обычных троек F30. А вот за ним уже, конечно, отличие кабриолета — это кнопка, позволяющая опустить вверх, и, собственно, функция воздушный шарф. Вот она задействована для водителя и для пассажира, имеет 3 интенсивности работы. Подлокотник у нас сдвижной, его можно выдвинуть вперед, но тогда он прикрывает эти клавиши, либо отодвинуть назад. И здесь расположен USB разъем. Потолок, конечно же, черного цвета, поскольку это М-пакет. Ну и здесь очень интересно спряталась кнопка экстренного аварийного вызова, которая позволяет совершить звонок в службу ГЛОНАСС. Если, к примеру, не дай бог, вы попадете в ДТП, и у вас работают подушки безопасности, то есть автомобиль распознает такое ДТП как серьезное, то он сам позвонит напрямую в службу спасения, и оператор поймет, что, возможно, вам нужна какая-то помощь. Если вдруг водитель не выходит на связь, долгое время не удается от него получить какую-то обратную связь, все ли у него в порядке, то автомобиль вполне может даже вызвать какие-то экстренные службы по координатам расположения непосредственно машины. Координаты берутся, конечно же, скорее всего, по GSM-каналу, то есть это не совсем точно, это не GPS, потому что здесь нету навигации. Но даже по GSM-каналу можно плюс-минус понять, в какой зоне находится автомобиль и данные происшествия, и сократить время прибытия спецслужб, тем самым возможно спасти чью-то жизнь. Не дай бог, конечно, этим функциям, чтобы пришлось воспользоваться, но так или иначе приятно, что все больше и больше автомобилей на наших дорогах получают вот такие системы безопасности. Главное, чтобы теперь сами спецслужбы успевали на эти угрозы, на эти ситуации реагировать максимально быстро. Ну и, конечно, давайте все-таки посмотрим, как же выглядит автомобиль с опущенным верхом. Все-таки это немаловажно, на мой взгляд, для кабриолета. Вот. При попытке опустить вверх, если, к примеру, что-то у нас не так, то автомобиль выдает нам предупреждение. Конкретно в данном случае он пишет, что у нас установлена перегородка багажника, и чтобы мы могли открыть верх автомобиля, нам эту перегородку надо убрать. Сейчас объясню, в чем, собственно, причина и проблема. Открываем багажник и видим, вот здесь у нас есть перегородка, вот она. Когда эта перегородка установлена в свое рабочее положение, то она как бы создает пространство для крыши, которая убирается над этой перегородкой. Если, к примеру, мы хотим получить максимальный объем багажника, мы эту перегородку можем поднять, тем самым, ну вот как видите, какой-никакой, но вполне приемлемый багажный отсек у нас здесь появляется, несмотря на то, что это кабриолет. И тогда мы можем использовать багажник по прямому его назначению. Но если все-таки мы хотим опустить верх автомобиля, то перегородка должна обязательно защелкнуться. То есть вот она защелкнулась.
И как видите, здесь при опущенном верхе, вот в эти боковые ниши, ничего ставить нельзя, никаких там вещей, там, барахла и прочего быть у вас не должно, иначе это тоже помешает механизму опускания крыши. Ну и теперь можем перейти непосредственно к механизму открывания верха. Все, автомобиль оповестил нас о том, что движение крыши завершено. Мы можем оставить боковые стекла опущенными, либо при желании отдельной клавишей, тоже очень крутая фишка, отдельной клавишей поднять все боковые стекла. Ну или опять же отдельно этой же клавишей все боковые стекла опустить. Приятная опция. Ну и взглянем теперь на автомобиль своей главной ипостаси. Вот вид в профиль. Очень симпатично смотрится именно сочетание красного с белым салоном. Весь пластик у нас идет просто черный, причем пластик мягкий, то есть могли бы, конечно, здесь сделать обычную такую прям грубую пластмассу кирзовую, но делать этого не стали, и, в принципе, вот эти верха дверей и боковых панелей, и даже вот эта задняя полка, она достаточно приятная на ощупь. Четыре полноценных подголовника, автомобиль четырехместный. Задний диван здесь вполне приемлемый даже для перевозки взрослых. Ну и при желании можно поставить в крепление изофикс 2 детских кресла. Между ними есть небольшой отсек с подстаканниками и просто выемка. Также видел вопрос, что не показал подлокотник. Сказал, что нету подлокотника. Подлокотника здесь и нет. Вот это не подлокотник, а это идет вставка, вытащив которую вы получаете доступ к багажному отсеку. То есть, если вам нужно погрузить какой-либо длинномер, вам надо эту вставку вытащить, и тем самым открывается доступ к багажному отсеку. Использовать ее как подлокотник, ну, наверное, можно, конечно, вот так просто откинув, но это все-таки относительно неправильно получается. При этом, с точки зрения грузовых возможностей, как уже сказал, у нас задняя полка, вся вот эта спинка при желании складывается. Этот отсек, он тоже открывается, и тогда мы можем уже что-либо достаточно длинное, я думаю, что около 1,5 метров уж точно загрузить в наш кабриолет. При желании, даже если просунуть сюда между центральным тоннелем вплоть до передней торпеды, наверное, и 2 метра сюда влезет. И уж совсем в крайней необходимости использовать машину для каких-то грузовых перевозок, что, конечно же, глупо, но, опять же, мало ли какие там ситуации бывают. Нужно какую-нибудь ерундовину мелкую перевести, копеечную. Не будешь же из-за этого нанимать какой-нибудь большой транспортный автомобиль. Ну и, собственно, подводя итог. 420-й дизель на заднем приводе в комплектации M-Sport, красный Мельбурн с цветом слоновая кость салона. Очень красивое сочетание, цена 3 520 000 рублей. Это действительно летний красивый автомобиль, причем за счет жесткого верха при желании он может использоваться и в зимнее время полноценно. Дорожный просвет здесь 130 мм, что в целом вполне приемлемо для, опять же, такого формата автомобиля и для, как минимум, мегаполисов. Москва, Питер, Сочи, другие регионы в целом тоже вполне могут использовать этот автомобиль по назначению. Тем более, что подвеска здесь далеко не самая жесткая, она приемлемая в плане комфорта передвижения, имеет хорошую энергоемкость и неплохо отрабатывает даже такие достаточно серьезные неровности, но при этом наделяет автомобиль классической для BMW управляемостью, тем более, что здесь задний привод, то есть передние колеса у вас не имеют никаких нагруженных, паразитных, неприятных таких ощущений при рулежке, при активном маневрировании. И это добавляет определенного драйва и приятных ощущений от управления 4 серии в кузове кабриолет. Если вам машина понравилась, звоните, пишите, мой телефон есть ниже под этим видео. При наличии кредита Каска и Трейд-ин цена может быть еще более выгодная, как уже говорил. Понравилось это видео, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал Saturn Review, подписывайтесь на инстаграм-канал Saturn Price, Saturn Best. Ну и обязательно пишите в комментариях, какой еще автомобиль вам интересен, комплектация, расцветка, на что сделать акценты. Я постараюсь к вашим комментариям прислушаться и учитывать в своей дальнейшей работе. На этом всем спасибо за просмотр и пока.